Добрый день, уважаемые телезрители. В Алма-Ате закончились третьи уже по счету слушания по курорту Кокжаляу. И теперь уже, судя по всему, понятно, что этим летом начнется строительство этого курорта. В связи с этим возникает масса вопросов у критиков этого проекта о том, что главную вину в том, что вот этот курорт реализуется, что там захвачены земли, что там происходит разрушение экологии, несет никто иной, как бывший аким Алма-Аты Виктор Вячеславович Храпунов. Мы попросили Виктора Вячеславовича ответить на эти комментарии и в связи с этим просто задались вопросом, а что, собственно говоря, вообще там происходит и какова предыстория этого курорта? Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Как это вообще история произошла? Можете нам немножко рассказать, что вообще там за ситуация? Да, Алексей, если вы помните, что в Советском Союзе было две всего горнолыжных базы. Одна база была в Чигете, Кавказ, вы помните, да? Вторая база была образована в Казахстане, Чембулак, где сборная Советского Союза тренировалась в Чигете или Чембулаке и готовилась ко всем международным соревнованиям и достойно выступала в этом виде спорта. Когда встал вопрос о дальнейшем развитии горнолыжного спорта в Казахстане, я помню, это был, наверное, 1988 год, то тогда было принято решение привлечь французских специалистов для того, чтобы можно было заняться совместным освоением этих горнолыжных трасс и курортов строительства здесь, в Казахстане, для создания этого горнолыжного туризма. В тот момент времени было принято решение создать такое предприятие со стороны Казахстана. Выступал Борис Иглинский, уважаемый мною человек, я всегда относился к нему с уважением, потому что он был грамотный специалист. Соглашение было подписано. Жан-Клод Жанка, насколько я помню, со стороны Франции, и со стороны Казахстана Борис Иглинский. Конечно, на встрече присутствовал представитель министра по подписанию Султан Назарбаев и посол Советского Союза во Франции господин Рябов, извиняюсь. И в дальнейшем началась работа по выработке конкретных предложений. Я вспоминаю момент, когда было принято решение о развитии тургенского направления, это в пределах 90 километров от города Алма-Аты, освоение этого горнолыжного массива и создание там мощных курортов и горнолыжных трасс. И когда я был уже председателем горосполкома, и мы на вертолете в присутствии двух представителей Швейцарии вылетели на вертолете и полетели осматривать окрестности, где можно было бы развивать горнолыжный курорт. Первым, куда мы полетели, это Чембулак. Мы смотрели Чембулак, изменили специалисты, посмотрели на Чембулак, и далее мы полетели в сторону Тургенева. С нами был Шамиль Мигулатов, министр фамилии. И когда мы полетели в Турген, то, конечно, специалисты все как один сказали, да, это самое лучшее место, тургенское направление, и необходимо развивать именно в этом направлении горнолыжный курорт. И прилетев из этого полета, был еще Госмухамбетов Тимирхан, мы доложили президенту, что вот специалисты все как один говорят о тургенском направлении. Вместе с тем были обследованы окрестности вокруг города Алма-Аты. И места, которые представляли собой какой-то интерес, тоже были отмечены в этом отчете, который был представлен Султану Назарбаеву. Место было выбрано определенно, скажем, Турген и только Турген. А Кокжаляу, тогда практически вопрос не стоял, и разговора в этом плане не велся. И вот когда несколько лет тому назад
находясь здесь, я вдруг увидел, что Кокжаляу вытащен как флаг, и начинает какие-то инсинуации вокруг этого места и говорит о том, что это единственное место, где можно будет развивать горнолыжный курорт. Я конкретно говорю как человек, стоящий у истоков этого. Это все появилось намного позже, и стоит за этим всем Тимур Кулебаев, его страстное желание захватить все места, которые каким образом могут быть использованы для развития горнолыжного курорта, для того, чтобы этот род или вид деятельности захватить семью султана Назарбаева. Как он поступил в Гагаре, он построил там отель, построил понятную дорогу и горнолыжный курорт создал. И дальнейшая вся работа ведется именно в этом направлении Тимуром Кулебаевым. Исимов Ахмеджан сегодня просто ассистирует Тимуру Кулебаеву и создает все необходимые условия для того, чтобы Тимур Кулебаев начал строительство, прикрываясь, конечно, государством, что Тимур Кулебаев начал строительство и в дальнейшем выкачивал туда огромные прибыли из построенного горнолыжного курорта. Вот такова предыстория, Алексей, и ситуация, которая сегодня вокруг этого места Кокжаляу развернулась на страницах массовой информации и среди бизнесменов. А стоит за всем этим семья президента Нурсултана Назарбаева. Виктор Вячеславович, еще вот один такой вопрос. Обсуждается тема, что вы якобы своими решениями выделили эти земли из государственного заповедника и отдали на растерзание частным инвесторам таким образом. Алексей, никаким образом я даже де-юре не мог кому-то что-то выделить и отдать частным инвесторам на растерзание, поскольку эти земли находились в Алматинской области. И Алматы никакого влияния на эти земли не имел и не мог принимать какие-то решения. Я не подписывал никаких постановлений решений о выделении земельных участков тому или иному бизнесмену или предпринимателю. Это однозначно, Алексей. Да, насчет области это действительно так. Виктор Вячеславович, а как тогда получилось, что семья Назарбаева, я имею в виду конкретно Тимура Кулебаева, оказалась причастна к этим самым территориям? Каким образом это произошло? Какой был механизм? Ну, я думаю, что тут мудрости лукаво не нужно. Алматинская область принимает решение, земли передаются городу Алматы, а в дальнейшем принимается решение об освоении этих земельных участков, и данные участки передаются для изучения, дальнейшего проектирования и представления каких-то рекомендаций и представлений для освоения данного участка. Поэтому кулуарно было, наверное, отдано господину Тимуру Кулебаеву или какой-то его структуре, которая начала этим вопросом заниматься. А в дальнейшем, когда уже подготовили какие-то предпроектные рассмотрения, сказали, что вот таким вот образом необходимо решать этот вопрос, дальше уже дело техники, что представляется данный земельный участок компании или какому-то физическому лицу, скорее всего, компании. И учитывая сложность всего этого процесса, потому что земельный участок находится в заповеднике, и не было принято никакого постановления Советского кабинета министров Казахстана на вывод этих земель из зоны заповедника, насколько я владею ситуацией, то в дальнейшем все делается очень просто. Компании дается какой-то определенный срок, компания начинает заниматься, и могли бы даже, вот сейчас я понимаю, могли бы просто приступить ко всем этим делам и не рассматривать никаких дебатов, Алексей, тихо, спокойно строить горнолыжный курорт, потом перед фактом поставить. Но, видимо, не все получилось так, как хотели представители Тимура Кулебаева и семьи Назарбаева. И вот последний в связи с этим у меня вопрос, Виктор Вячеславович. Вы человек не просто близкий к Алма-Ате, но вы еще и человек близкий к горнолыжному спорту, это известно, то есть вы любили кататься там. С вашей точки зрения, вот саму перспективу Кокжаляу как горнолыжного курорта, как можно оценивать? Единственное, Алексей, что там может быть привлекательным,
именно в этом месте, то может быть только длина трассы, как высказывают сейчас на дебатах, я посмотрел, что длина трассы якобы там 11 километров, в чем я, конечно, сомневаюсь. Но если нет необходимости эти 11 километров использовать, лучше, наверное, оставить уголок природы такой, как он есть. И учитывая то, что сегодня уже сад, который был легким города Алма-Аты, почти 38 гектаров, Тасмагамбетову продан своему ближайшему родственнику, и там, я уверен, вырастут многоэтажные дома, и город будет вообще задыхаться. Я вчера посмотрел картину города, который весь в дыму, даже небоскребы, которые построили в период моего отсутствия в Алма-Аты, практически не просматривается. Если еще Кок-Джайляу с западной стороны города Алма-Аты будет осваиваться для развития горнолыжного курорта, поэтому и связано с дальнейшим движением транспорта, жилья, отопления и так далее и тому подобное. Но город Алма-Аты будет обречен на то, что экология этого города поддерживает практически невозможно. Поэтому мое твердое убеждение: необходимо развивать турецкое направление. Это невыгодно себе Назарбаева, поскольку там необходимо вкладывать гораздо больше финансовые ресурсы. Но учитывая ту структуру, которая сегодня отработала Нурсултан Назарбаев, Казахстан, корпорация, все затраты на народ, а все прибыли семье, то Нурсултану Назарбаеву нечего бояться. И он должен смело направлять все действия на турецкое учение, турецкое направление вообще. И осваивать то направление. Это будет убеждение. Спасибо вам большое за очень интересное мнение, за оценку и за, наконец, рассеивание тумана, в каком-то смысле созданного вокруг этого вопроса. Уважаемые телезрители, напомню, что мы разговаривали с Виктором Храпуновым, экс-акимом Алма-Аты, и мы разговаривали с ним о том, кому реально выгодно сейчас развитие горного курорта в Кок-Джайляу и к чему может, в принципе, это привести, и насколько вообще это необходимо для города Алма-Аты. Спасибо вам большое за внимание.